Крутая, но пустая. Borderlands мега популярная серия игр, одна из самых известных в мире, с миллиардными доходами и продажами. Ее ставят в один ряд с такими легендами вроде Diablo, Fallout, Rage, Mad Max, а в них вообще кто-то играл. Но есть маленькая проблема, на которую все предпочитают закрывать глаза. Игроки, потому что в край попсели и оказуалились, а обзорщики, потому что за хайп вокруг борты всегда сытно платят. А как известно, тогда недостатков в дырявой игры нет и быть не может. В серии уже 15 лет, вышло целых 5 частей, и скажите мне, сильно ли эта игра изменилась за последние 15 лет? Или давайте так, она хоть немного стала лучше? Много хочешь, и все такая же стабильная. Стабильно скучная, пресная и однообразная. А стабильность, как известно, признак мастерства. Какой была в 2009-м, такой остается в 2023-м. Просто раньше на это смотрели как на норму, а сейчас приплачивают. Неужели Borderlands 4, которая сейчас в разработке, будет такой же? Об этом чуть ниже. Каждая часть ничем не отличается от предыдущей, разве что умудряется становиться все скуднее на контент, проще и примитивней. Лукавить не буду, в плане атмосферы тоски в пустыне Borderlands 1 идеален, и аналогов ей нет. Разработчики остановились в развитии, скажете вы, а они что, начинали развиваться? В каждой новой части одни и те же проблемы, но их легко можно исправить и сделать Borderlands идеальной игрой, и в этом видео я расскажу как. Сюжет не нужен. Borderlands не про сюжет, он во всех частях пресный и незапоминающийся. Сходи, убей, принеси. Верх оригинальности игр 21 века. Тяжелые выборы, моральные дилеммы и глубокая мораль осталась далеко в 90-х. Тут у нас нужно бегать и убивать без цели, а разве игре еще что-то нужно? Если бы игра была на пару часов, еще норм, но на 40 часов прохождения уставать начинаешь уже спустя пару часов. Да, есть яркие крутые персонажи, но их вы будете видеть от силы раз в час в 5-секундных кат-сценах, остальное время побег до точки и гринд. Вот показали нам крутого поца, но так с ним нельзя взаимодействовать, вместе пойти на забив или выполнить доп-квест. Все говорят, какие крутые герои в борде, но при этом мы только видим их крутость в заставках, а в самой игре все тот же гринд, но уже в одиночку. Сюжет бы спасли интересные задания, потому что спустя 2 квеста вменяемый человек уже дропнет игру от скуки. Смысл вообще куда-то бегать, если за заданиями нет никаких интересных уникальных историй, необычных ситуаций, недосказанности или двойной морали. Сбегал, убил, очень высокоморальная игра. Вы тут искусству молодежь учите или как быть наемником, вечно бегающим у кого-то на побегушках? Или вы так свою реальность в игру переносите? А что если я не хочу никому здесь прислуживать? Почему как хороший РПГ я не могу вальнуть их и забрать их лут? Или подставить их, как, к примеру, они подставляют главного героя. Аля сходи, забери маленькую посылку, приходишь на точку, а там змей-мутант вылазит, и не ври, что не было. Почему мы не можем также поступать с этими шутниками? Ах да, забыл, главный герой чмоня без своего характера, стержня индивидуальности. И способен выполнять только что ему скажут по указке, вопросов нет и выборов тоже. Почему мы не можем решать, как поступать в той или иной ситуации? Тогда бы за сюжетом было бы интереснее следить. Я скажу больше, тогда бы в нем был смысл, потому что мы никак не влияем на события в играх, нас убери, ничего не изменится. У игр смазанное представление о концовке. Вот я не чувствую, что они закончились, как мы были слабыми и бегали на побегушках, так же и бегаем в DLC после финала. Прогресс не чувствуется, потому что история не закончена. И никто из ключевых персонажей, конечно же, не может умереть, ведь они уже узнаваемые. Кого-то даже жадным издателям в следующих играх показывать. А если ключевые персонажи не могут умереть, как тогда им можно сопереживать? Еще бы ты мог на сюжет влиять еще туда-сюда, а так чисто симулятор курьера. Стрельба из ваты. Разработчики заявляют, что их игра это шутер, а я напомню, что это стрелялка. Но если это стрелялка, почему оружие мне чувствуется как водяные пистолетики из пенопласта, напечатанного на 3D принтере? Ты не чувствуешь ни вес оружия, ни его разброс, отдачу, а главное импакта от выстрелов. Сколько ни стреляй, не чувство, что ты стреляешь с оружия. Из-за этого от стрельбы не получаешь удовольствия, потому что она ватная. А стрелять тут понадобится всего лишь 99% игры. Когда ты не бежишь на другой конец карты, ты в кого-нибудь стреляешь. Весь мир – декорация. Раз уж начали про карту, почему эта самая открытая местность игры такая огромная, но при этом ничем не заполнена? Километры пустых пространств, где нет ничего, кроме врагов. Ни историй, ни предметов, а зачем тогда их исследовать, если ничего интересного в них нет? В итоге просто все пробегаешь, бегая от маркера к маркеру. Мне чувство, что ты сам открываешь что-то неизвестное и уникальное. Фига ты умник, игра же про утопию на других планетах, на них ничего и не обязано быть. Ну, ты так лень, можно любого криворукого игродела оправдать. Уж лучше делать маленький открытый мир, но наполненный контентом под завязку. Играя в первый Borderlands за 6 часов, я не встретил ни одного внутриигрового события, ничего интересного в открытом мире не было. Никому не нужно было помочь, никого не нужно было искать и обнаруживать, пустота, но при этом много пространства и смотрится оно интересно. И у кого слишком много наполнения нет, нет чувства, что планета живет, как будто уже все давно разрушено, кроме монстров и рейдеров на нашу планету, похоже. Так ли весело искать пушки? Главная фишка игры — это миллионы случайных комбинаций оружия. Но прикол в том, что все они ничем не отличаются друг от друга. В реальности оружия очень мало, и никакие комбинации с ними ты не построишь, ведь в каком-нибудь старом Quake 99 года
Ты мог жонглировать одновременно 9 пушками, а тут всего 2, вот это прогресс. Какой же будет дисбаланс, если дать возможность игроку чередовать и комбинировать пушки, используя каждую для определенного типа противников, а не тупо палить с одного ствола во все, что движется. Найдя что-то особенное, ты не сможешь это модернизировать, прокачать, а должен будешь сменить на более высокую пушку по уровню через пару минут. Игра решает за тебя, какое оружие будет эффективно. Что если я хочу оставить крутой ствол, почему я должен менять его на новый, у которого выше урона 2 единицы? Это главный аспект игры. За каждое задание ты будешь получать новую пушку. Но если каждая следующая почти идентична предыдущей, у тебя нет чувства прогресса, что ты растешь. В старых играх раньше ко второй половине давали очень жесткое оружие. А тут как бегаешь всю игру со слабыми пистолетиками, так в конце то же самое. Один сюжет на 5 частей. Есть одинокая планета, там ищут сокровища рейдеры, которые выглядят в каждой части одинаково. Тебе нужно искать сокровища, как обычно в конце оказывается, что их не существует, и так все 5 частей. Очень весело. Способности бы спасли боевку. Единственное, за что я люблю и уважаю Bioshock Infinite, за возможность иметь с десяток уникальных возможностей, комбинируя их, невероятно весело зачищать толпы. И всегда по-разному. Одного кинул ловушку под ноги, второго накрыл фаерболом, третьего поднял воздух. Это дарит каждому бою разнообразие, он не похож на предыдущий, то есть уникальный. А в Borderlands каждый бой рутинный, однообразный, похож на предыдущий. В Bioshock у вас есть 10 уникальных скиллов. Да, каждый можно еще усилить и пользоваться ими почти постоянно. Да, большинство пользуются только парочкой самых сильных, но тут главное, что тебя не ограничивают, а в Borderlands у тебя сначала один активный скилл, а через полигры второй, которые еще слабые откатываются целую вечность. Типа, если бы их было много, игра бы стала слишком легкой, я вот так не думаю. Добавили бы каждому врагу разный иммунитет к определенным скиллам и все. Но это же надо что-то делать, заморачиваться. Давайте лучше игрок как в тире будет стрелять, не думая во все, что движется. Зачем там тактики какие-то, комбинации пушек и скиллов? Пушка делает пиф-паф, а большинству большего и не надо. Как вывод, боевка должна отдавать динамику, а она навевает тоску. Мало уникальных локаций. В игре очень много интересных уровней. Продвигаясь на километры вперед, тебя не покидает чувство, что ты так и не сдвинулся с места. То, за что я люблю Dark Souls. Даже в самых плохих частях вроде тройки у тебя есть чувство громадного пройденного пути. В основном из-за задников ты можешь видеть, откуда пришел и куда тебе еще предстоит идти. Этот путь кажется большим и уникальным. Borderlands вообще не так. Путь очень унылый, каждый уровень можно было сделать уникальным с какой-нибудь особенной фишкой, а не тупо пустая равнина. В одном намутить какой-нибудь цирк, в другом подводный мир, в третьем ад, в четвертом какую-нибудь уникальную планету. По сюжету мы же в космосе 1000 лет спустя. Почему тут нет ничего необычного? А мир так похож на современную Землю, только мир при этом очень серый и блеклый. А что случилось с графикой? Графон в сделку не входил. Тут уж подобрались главные раковые опухоли игр времен PS3. Им всем зачем-то понадобился унылый реализм, чтобы все было серое, скучное, унылое, ведь реализм это так круто. Вон Fallout 3, GTA 4 увидели, вот это реализм. Но если они хайпанули, значит и нам надо выкрутить все цвета в ноль и оставить тусклую гамму, от которой спустя полчаса будут болеть глаза. За всю жизнь я не ощутил столько уныния, как когда играл в коричневую Borderlands 1. Может, это такой хитрый план игроков загнать в тоску? Почему нельзя было добавить ярких красок? Почему каждая часть, кроме тройки, абсолютно серая с коричневыми цветами? Видно, чем-то коричневым вдохновлялись. Сепия, мягко говоря, не лучший цвет для большой игры, и зачем главное? Что это типа реализм или игру разрабатывали собаки, которые других цветов не различают? Если бы только реализм. Самое смешное, если вы делаете уклон в реализм и реалистичность, почему мультяшная графика у вас как в комиксах и такая же комиксная стилистика? На двух стульях хотите усидеться? Угодим любителям комиксов и реализма? Почему игра настолько блеклая? Зачем контраст выкрутили на минимум, а яркость на максимум? Для чего она постоянно белая? А чтобы улучшить графику, надо лезть, качать и настраивать решить самостоятельно. Кругом психи, и это норма. Ходят легенды, что Борде нереально харизматичные персонажи. Да, но почему-то большинство этих персонажей второстепенные, и видим мы их пару раз за игру. Именно главные герои, за которыми мы играем, невероятно унылые, всю игру молчат и отличаются друг от друга парой фраз. Уже промолчу про размытую классовую составляющую. Взяв Сирену, вы сможете собрать ее в снайпера. А зачем тогда ее брать, если в ней ничего особенного? Ее легко заменить, герои абсолютно не уникальные. А у второстепенных персонажей есть бесящий минус, который все считают за достоинство. Они безумные и нелогичные, а как таким можно сопереживать? Постоянно творят какую-то суету, а вам ее разгребать. На помощь от них никогда не рассчитывайте. Спрашивается, если ввести хоть пару адекватных, не слетевших с катушек героев, будет скучно? Я так не считаю. Обычно всякие маньяки-социопаты вроде Джокера так и привлекают внимание за счет контраста. Все вокруг них это серая, скучная, антихаризматичная масса, ничем не отличающаяся друг от друга. Но если все будут Джокерами, то безумие начнет казаться обыденностью, удивлять перестанет. И вот пара психов в борде бы смотрелась интересно. Ну а когда психи все, этому быстро привыкаешь, и удивление сменяется раздражением. Что ты бегаешь, выполняешь поручения каких-то шизоидов? Наверное, авторы хотели максимально достоверно изобразить человеческую жизнь. Играя, у меня постоянно в голове был вопрос, как эти отбитики до своих лет-то дожили? Ни секунды без идиотии и необоснованного риска для жизни. Вау, 2 вида противников на всю игру? Я люблю Крайофер, ее на коленках склепала пара наркоманов, но даже в короткой инди
хорроре длиной в 5 часов они добавили аж 19 видов противников. Это примерно в 19 раз больше, чем у создателей Borderlands. У них были миллиарды, но в свои игры они вставили пару видов противников, которые еще ничем не отличаются от друг друга. А зачем заморачиваться? Современным игрокам будет слишком трудно их различать и запоминать. Вон они только недавно выучили, на какой свет дорогу переходить, а тут любая новая информация может вытеснить старую. Есть, к примеру, один зверь какой-то, которого ты будешь вычищать по 5 часов. Забыл сказать, все ваши враги нереально толстые, и каждого нужно долго ковырять, как будто у него броня из стали, но у тебя резиновые пули для разгона парадов. Почему собратья любого монстрика — это братья-близнецы такого же роста, веса и телосложения? Насколько это реалистично, или это планета двойников и клонов? Почему нельзя добавить им разные цвета, особенности какие-то? У одного, к примеру, нет лапы, у другого 2 хвоста или 3 башки, тогда бы чувствовалось разнообразие. Интересно было бы идти дальше, хотя бы посмотреть, а что там за необычная кракозябра будет дальше. В итоге имеет несколько видов противников, причем очень стрёмных, которых копипастит из части в часть. Видно, фантазии и бюджетов на новых не хватает. Так везде одни и те же рейдеры, гарпии, волосатики. Почему не добавить много новых видов противников, чтобы было интересно? Не, ну ты свои паршивые $40 кинул, думаешь, мы тебя развлекать за них будем, мальчик? Ничего не попутал? Иди вон сам развлекайся, представляй в уме, что все особенные отличаются друг от друга. Народ 15 лет хавает одно и то же, зачем что-то менять? Один босс раз в 4 часа. Радует, что хотя бы боссы получились запоминающиеся, но их слишком мало. 10 боссов на 40 часов, до них еще надо добраться, не уснув от скуки. Вот о боссах все и говорят, но опять же, у большинства из них только одна фаза, и все, что от тебя потребуется, просто бегать в безопасное место и стрелять. Никакой реакции или мозгов не понадобится. На этом все. Я искренне хочу, чтобы разработчики учли все недостатки и сделали Borderlands 4, которая сейчас в разработке, более уникальной и интересной. Из этой рутинной игры можно сделать идеальную серию, если внедрить то, что ей нужно уже 15 лет, и то, что постоянно игнорируют, видно, не желая, чтобы их игра была интересной. Тем более для этого не так уж много и надо. Пишите, как вам эта новая тестовая рубрика. Надеюсь, в следующий раз поведать о Just Cause и Dishonored. Там те же проблемы. Спасибо, подписывайтесь, это единственный канал, где говорят правду.